Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в Швейцарии, в Монтрео, на международном рекрутерском форуме. Это когда встречаются компании со студентами. И это все мероприятие организовано швейцарской образовательной группой CEG в сфере отельного менеджмента, гостиничного управления, кулинарных искусств. И на этом мероприятии присутствует 160 работодателей. Давайте с вами пройдемся немножко, я вам покажу, что это такое. Я учусь в Цезарите. Я поступала в Бувре, во французской части кампуса, и сейчас я учусь в немецкой части в Риге. У меня финальный год. Первый, второй год у нас более практические, я бы сказала, предметы. Например, первый, второй семестр. Каждый семестр у нас получается 11 недель. Первый, второй 11 недель мы работаем в школьном ресторане, можно так сказать. Мы сервируем первый семестр в буфете, второй семестр в файн-дайнинге. Мы учим, как правильно разрезать мясо, как правильно резать рыбу. И благодаря этому получаем опыт, который мы можем применить в основном во время первой стажировки, потому что большинство студентов выбирают работать в ресторане или в барах, что, мне кажется, очень эффективно. И получается, на третий год обучения у нас мы углубляемся в менеджмент. Уже нет практических занятий, все более построено на групповых проектах и более индивидуальное обучение. То есть нам дается тема, и мы ее сами в группе раскрываем и преподносим учителю. CEG была первой организацией, получившей аккредитацию Apple в сфере гостеприимства. Это не просто, что вы получаете там значок, да, яблочко, а это вы получаете за использование технологий в сфере образования, в сфере гостеприимства, отельного менеджмента и всего, что связано с отелями и ресторанами. Вот за это они получили аккредитацию. До того, как мы приезжаем на РФ, где-то за неделю-две у нас есть платформа, которая называется My Career. Мы можем зайти и увидеть, какие позиции предлагают разные гостиницы. И мы можем подать онлайн, и если заявку примут, мы можем прийти на интервью. И практика эта у меня была в Диснейленде в Париже. Никак не думала, что я там окажусь. Прошла интервью здесь, потом мне позвонили, прошли еще одно интервью, попросили дополнительные какие-то сведения в плане мотивационного письма, и, в принципе, уже потом перешли к оформлению контракта, виза. Так как мы работаем в гостиничном деле, мы не можем работать, допустим, там принцессой или Винни-Пухом. Мы работали на разных отелях, у них около 7 отелей на их курорте, именно который в Париже находится. Также есть Guest Relation Office, который находится уже в самом парке. То есть это все равно часть гостиничного дела, и мы можем там работать. Либо в ресторанах, потому что это тоже ресторанное дело, ресторанный бизнес. Я работала в отеле, в одном из их отелей на ресепшене. У меня было 4 месяца практика на самом ресепшене, как администратор. И потом у меня было 2 месяца, в конце мне дали возможность побыть в менеджменте. То есть, если тебе было легко, значит, ты ничему новому не научился. И я могу сказать, что это было моментами очень сложно, потому что, во-первых, это другой язык. Когда я туда уезжала, я не особо разговаривала по-французски. И все равно это что-то новое, что-то большое. У меня был отель, в котором было больше 1000 комнат, и поток людей был неимоверный. Иногда ты чувствуешь себя как попугай. говоришь, но это большой опыт, и он был очень ценный. Здесь сейчас на мероприятии весь кейтеринг, все питание организуется студентами. Студенты под руководством шефов и шеф-поваров. Одни занимаются организацией, другие занимаются кулинарными делами, то есть подготовкой еды. К примеру, вот все это мероприятие рассчитано, питание, да, рассчитано на 2500 человек. И мне очень повезло с менеджерами, то есть я выучила очень много всего. И я поняла самое главное для себя, то, что я хочу открыть свой отель, не работать на кого-то.
никуда не переключайтесь, потому что сейчас у меня будет интервью с одним из директоров CEG. Он швейцарец, но отлично говорит на английском. Он отвечает за профессиональные программы в CEG, и он также является профессиональным консультантом для крупных мировых компаний, государственных компаний вообще по миру. То есть они ездят, дают консультации в отельной сфере. И я постараюсь узнать, какие же все-таки мировые тренды и что представляет собой вся вот эта вот индустрия. Насколько развивается эта сфера и в каких областях искать себе работу. Какие самые популярные на данный момент программы. И насколько потом востребованы специалисты. My name is Stefan Earnhardt. I'm the managing director for Swiss Education Group Professional, which is a new arm of Swiss Education Group, helping and assisting in the development of people on the professional level. So we do courses, short courses for professionals, and it's always a group. So it's B2B or B2G with governments and associations. We work tailor-making the content of the course for their specific needs. That can be in tourism, it can be in culinary, it can be hospitality, in banking, etc. Well, the great benefit of a hospitality education, if a student has hospitality education, it's not a hotel management education or a housekeeping management education. It is a business education in hospitality. And what we're seeing is that other industries are hiring our students, our graduates, because they have hospitality business. And hospitality is something that connects people. So the path of growth for students, graduates from a hospitality program can go anywhere. It's not just in the hospitality industry. But in the hospitality industry, there's huge amount of growth. There is growth in Russia, but I know it's not a profession that is honored in Russia, but in other parts of the world, it's very highly recognized. A hotelier, especially a Swiss-made hotelier, is very well appreciated and honored for their profession. But there's other options as well. Встречи были все замечательные. Было, конечно, волнительно первый раз, потому что никогда до этого такого не было. Как раз вот в Кастелло ди Реччо, вот, и они были очень приятные. Сразу было как-то уверенность в себе пришла. Потом в Бельмонт пошла, вот. Там тоже все очень приятные, на удивление, потому что казалось бы, что вот такие вот большие известные отели, они будут более холодные, но нет. Но плюс в том, что отель в основном в большинстве преподносит питание трехразовое, ну и проживание, соответственно. Ну, они, конечно, рекомендуют всегда первую практику проходить в Швейцарии, но мне кажется, что это неправильно, потому что мы и так здесь учимся, и если есть возможность куда-нибудь поехать в любую страну мира, то почему бы и нет. Не могу судить полностью все, но пока что мне все, абсолютно все нравится, все уроки интересные, нету желания пойти домой поспать, вот. Все время что-то новое, нет ничего занудного, типичного. Швейцария, конечно, по сравнению с Россией, это абсолютно разное. У нас на кампусе есть одна очень хорошая библиотека, которой мы, в принципе, только и пользуемся, так как у нас более ориентирован на отель, то есть там вся литература, которая именно непосредственно по этой теме, что в обычных библиотеках сложно найти. Пару слов о компаниях, которые занимаются рекрутингом студентов в CEG. Это не только сети отелей, да, но это также и банковская сфера, это также и туристическая сфера, это инновационные компании в сфере гостиничного дела и отельного дела. Приведу пример. Вот, к примеру, компания Booking.
да, booking.com. Все знают, да, все бронируют отели через Booking. Огромная компания. Я представляю школу Swiss Hotel Management School. И, в общем, мы веселимся по полной. Сегодня я видела Кемпински, Хаят, Бургеншток, Кор, Мариот, Бельмунд, Виктория Юнгфрау. Все по максимуму. Для меня очень важно, чтобы в сетках именно персонал заботился друг о друге, чтобы был именно team spirit. Ну и все зависит от локации, потому что для меня очень важна культура страны или города, в котором я буду находиться. Здесь, к примеру, есть предметы по организации и открытию бутиковых отелей, по работе с люксовыми брендами, по гостеприимству, что ли, в банковской сфере. И студенты данной сферы, они очень востребованы. И вот как раз-таки CEG, у них есть партнерские организации в банковской сфере, которые берут на работу к себе студентов. Учиться в Швейцарии, скажем так, плюс, это то, что там иногда приходят, допустим, сомелье, либо бартендеры, и они обучают своему искусству, это тоже в дальнейшем пригодится. То есть ресторатор — это все-таки человек, который имеет представление обо всем. Как люди работают на кухне, как работает бармен, как работает бухгалтерия. И то есть вот этому всему нас потихонечку учат, и потом уже, допустим, на магистратуру можно выбрать более, скажем так, какое-то углубленное направление, но вот сейчас нам дают более такие общие знания. Вот если сравнивать, допустим, в России больше дается теория, люди выходят из университета и такие, так, ну это все, конечно, здорово, а чем мне заниматься-то дальше? То есть вопрос логично возникает. Здесь же люди имеют представление, чем они будут заниматься, по той причине, что дается возможность пройти 2 стажировки за время обучения. То есть это более чем достаточно. Все вчерашнее мероприятие, это был ваш экзамен? Да. То есть то, как мы все организуем, то, как мы все найдем, то, как мы себя заявим. Да, у нас были там преподаватели, которые ходили, все это оценивали, а потом не разговаривали с гостями, понравилось, не понравилось. Когда я иду в кафе, я не люблю, чтобы официант приходил, что-то мне рассказывал. Я пришла посидеть с друзьями, поесть свою еду и все. А здесь они именно проводят с тобой время. Здесь учат разбираться от самой базы до максимально, до уровня менеджмента, до введения технологий, инноваций, до организации очень крупных мероприятий. Обязательно почитайте описание к данному видео, потому что туда я поставлю линки на все учебные заведения с информацией и с программами. Вы можете подробнее познакомиться со всей сетью, со всеми ее учебными заведениями, программами, которые существуют. Ну и также подписывайтесь и не пропускайте все остальные выпуски касаемо отельной сферы.